Добрый день, дорогие зрители и подписчики моего YouTube канала. Рад вас видеть, несмотря на тяжелые времена. Сегодня мы обсудим достаточно интересную работу, которую я, в принципе, до этого не показывал у себя на YouTube каналах. Но периодически люди пользуются и заказывают эту услугу. Ну, и она достаточно востребована. Надеюсь, большинство подписчиков, зрителей, клиентов отошли от событий, которые происходят у нас, и могут воспринимать нормальную информацию. Я желаю им счастья, любви, ну и всего самого лучшего. Но перейдем к работе. Значит, достаточно часто, процентов 10-20 случаев мне заказывают такую работу, которая у меня, в принципе, я не рассказывал на своем YouTube канале, это защита от магических воздействий, защита от любых воздействий негативных магий и приворотов, порчей, обрядов разных, от любого вида магии. Значит, данная защита делается на всю жизнь. И я сейчас расскажу и предисловие, и историю. Как раз сейчас я буду делать одну из таких работ. Молодая девочка из Узбекистана, 21 год, влюбилась в такого же молодого парня, 21-22 лет. Все хорошо, любовь, романтика, чувства. Естественно, они решили стать мужем и женой. Все было хорошо, молодожены любили друг друга. Но в какой-то момент моя клиентка начала понимать, что с ней что-то не так. У нее периодически была агрессия, слабость, непонимание, то есть у нее просто пропадали мысли, и она не понимала, что с ней, кто она и как. У нее болели руки, ноги, была слабость в теле, она ничего не могла делать, все делала через силу. Вначале, после того, как они сыграли свадьбу, молодожены переехали в дом мужу, к родителям его. И там, к сожалению, как потом оказалось, мать не взлюбила жену мужа, хотя делала вид, что все хорошо. Но периодически из-под тишка делала всякие неприятные вещи. Так длилось почти год, полтора. И в какой-то момент у моей заказчицы произошло понимание, что с ней что-то странное происходит. У нее перестали быть чувства к своему любимому человеку. Она не может ничего сделать. Но она обращала внимание на бытовуху, на непонимание, что происходит. Поэтому не думал, что с ней что-то происходит. Параллельно у нее мать попала в больницу с достаточно серьезным диагнозом, хотя была достаточно здоровая, и она постоянно обследовалась. Это средней обеспеченности семья, то есть мать следила за своим здоровьем. И мать слегла с очень серьезной болезнью. Мать моей клиентки. И все хорошо. Вроде как она беременна, у них родился ребенок. Но ребенку несколько месяцев буквально. И у моей клиентки вдруг ни с того ни с сего она падает в обморок, теряет сознание и понимает, что приходит в себя через буквально 8-9 часов в больнице и понимает, что с ней что-то реально происходит страшное. Она начинает бегать по врачам, по специалистам,
но специалисты ничего не находят, а ей становится все хуже и хуже. Более того, отношения между молодоженами все хуже и хуже. А у них уже ребенку месяцев 6-7, вот. А у нее не находят никаких болезней, она падает в обморок, у нее слабость, апатия, у нее не имеют руки, ноги, она не понимает, что с ней происходит. Вот. В оконцовке мать ходит, только выходит из больницы, опять попадает с каким-то другим диагнозом. И так все идет по кругу. В итоге клиенты, которые ко мне обращались, посоветовали этой женщине, потому что они дружили, но подруга посоветовала обратиться ко мне. После того, как она обратилась ко мне, естественно, рассказав всю ситуацию, после того, как она рассказала всю ситуацию, прислала фотографию, через некоторое время, через сутки, я почти сутки просматривал и мать, и ее, я увидел, что мать, скажем так, делает на нее порчи на то, чтобы они разошлись с мужем, и порчи на смерть. Также мать делает порчи ее матери, то есть ее матери порчу на смерть. Непонятно, что вызвало такую реакцию, да, почему она так не взлюбила жену мужа. Но вот в итоге, как получается, она сделала порчу на обоих очень сильную, и на мою клиентку, и на мать. Значит, я уже где-то примерно 3 недели снимаю эту порчу, и матери ее, и ей стало намного легче, они себя нормально чувствуют. Но кроме всего еще была задача сделать так, чтобы мать больше не смогла воздействовать на нее и на ее мать. Поэтому сейчас мы будем делать защиту от магических воздействий, от любых магических воздействий, чтобы больше мать, которая, скажем, не взлюбила жену сына, чтобы она больше не смогла никак воздействовать ни на нее, ни на ее маму.